выходил. Ну бред, никто вот так не ходит. Да, по-моему-то любой баран может след будет сидеть, какать и смотреть постоянно на вот это вот подрез. У меня есть вопрос, кто ты? У тебя что, кто-то просил ее экономить или что? Всем привет, с вами канал Основы ремонта, и сегодня будет необычный выпуск. Хочу поговорить по поводу раскладки плитки. Очень частая проблема, ни клиенты, ни мастера, в принципе, как-то, я так понял, в последнее время вообще не понимают, что они делают. Я сегодня умничать не буду, просто уже накипело в связи с последними событиями, которые произошли пару дней назад. Заказчик, клиент принес мне раскладку плитки, по его словам, которую ему сделали в Leroy Merlin. Так вот, давайте посмотрим, что ему сделали. Вот наше помещение, наши 4 стены. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это вот эта вот подрезочка. Видите? По подсчетам она получается 3 сантиметра. У меня есть вопрос, кто ты? Кто ты, кто вот это все рисовал, чертил? Я вообще не понимаю, такая сеть огромная, да, там, скажем, Leroy Merlin, Бауцентр, кто сидит там за компьютером? Вы кого на работу нанимаете? Я вообще не понимаю. Вот, ладно, пускай там про работодателей мы сейчас не будем говорить, но ты человек, который предоставляешь услугу другим людям, тебя посадили на это место, что ты предлагаешь? Вот давай еще раз посмотрим. Вот раскладка, 3 сантиметра, куда этот кусок? Этот кусок он хотел вставить вот сюда. Это еще уже, чем вот эта полоска скотча. То есть у нас оттуда начинается целая плитка. И вот сюда вот такой аппендикс 3 сантиметра. А если я еще буду укладывать вот эту плитку как сейчас, то минус сантиметр, вообще 2 сантиметра здесь полоска. Вот для чего это сделается? Если можно было просто от центра ее раскидать, вот, более-менее нормальная, хотя бы в глаза не так сильно бросается, как вот этот вот аппендикс, вообще непонятно для кого и для чего. А если сейчас мне кто-то скажет, что якобы, ну это же мы сэкономим плитку, что вы сэкономите? Или кому ты сэкономишь плитку? Тебя что, кто-то просил ее экономить или что? Вот тебе клиент пришел и сказал, сэкономи мне, посчитай мне какое-нибудь уродство, но я вот хочу сэкономить 2 квадрата. Вообще, между прочим, вот эта плитка, по-моему, там рублей 600 или 700 квадрат стоит. Что ты сэкономишь? Пускай даже ты, давай вот максимум возьмем. Для вас, кстати, для людей, которые хотят заказывать ремонт, тоже я объясню, что такое 2 квадрата. Это 1400, если она по 700. Пускай мы возьмем, вы переплачиваете 2000. 2000. Потратить нам, допустим, сотку в санузел, да, валить и сэкономить 2000. Если у тебя нет 2000, вообще живи без плитки. Вот просто живи без плитки. Вот как есть стены, так и живи. Зачем тебе? Ты сэкономишь вообще тогда на всей плитке. То есть мы сейчас говорим о таких вещах, которые вообще, ну никак они не стыкуются, не сходятся. Здесь экономии вообще никакой нет. Это ты не сэкономишь 20-30 тысяч, 2000, 1000, 1500, 2, ну ради чего? Ради вот этой вот вставочки. Поехали дальше. Вот другая стенка у нас, да? То есть получается вот эта стена, вот она на рисунке на нашем. Здесь у нас идет декор. Декор у нас вот такой будет. Вот. То, что она разной толщины, то я уже промолчу. То есть мне сейчас придется здесь наштукатуривать слой, да, и уже в одну плоскость подгонять эту плитку. Это уже как бы желание заказчика, он захотел, да, вот такую плитку, хорошо. Наше дело уже придумать, как это технически исполнить, как бы, ладно. Здесь претензий я предъявлять не буду. Смотрим дальше по раскладке. Вот что у нас здесь есть. Давайте сначала по вот этой полоске. То есть у нас идет целая, кусочек, целая, кусочек, целая, кусочек. Хочу обратить внимание, что здесь ряд плитки целый, не резанный, заводской кромкой. И вот представьте себе, здесь мы будем стыковать заводскую кромку, резаную, заводскую, резаную. То есть получается, ну возьму вот так, допустим, 2 плитки. Здесь есть все равно практически на любой плитке, здесь есть небольшая фасочка. Если мы, заводская фаска, если мы режем плитку, у нее получается идеальный ровный край. И когда мы стыкуем, особенно через ряд, то есть ряд целая, ряд заводская, ряд резаная, этот шов будет слишком сильно заметен. Очень сильно заметен будет.
Если уже делать такой стык, то делать либо заводской стык с обеих сторон, либо резанный с обеих сторон. Так будет менее заметный вот этот рез. Потому что, ну, я не знаю, камера не передаст, наверное, но запомните, здесь всегда есть фаска. Если ты фаску заводской край стыкуешь с резаным, всегда это будет видно. Особенно если следующая плитка будет у вас лежать уже заводским краем. Я вам показал, вот на этой плитке будет заводская кромка, а здесь будет через одну чередоваться. И в итоге весь этот шов будет смотреться вот такой вот. И по-другому никак. Смотрим дальше, что у нас еще тут есть. Дальше он решил почему-то уже теперь не две целые положить. Хотя реально, как вы видите, да, здесь кусочек и здесь кусочек. Он практически, ну, даже визуально видно, да, что практически составляет целую плитку. Так почему бы здесь не сделать было то же самое, две плитки целых, а уже эту вставку подрезать под эти две целые плитки? Вот я не понимаю, для чего ты там сидишь? Вот нажать на кнопку, да, по-моему, любой баран может, нажал на кнопку, компьютер посчитал. Ну посмотри ты, что у тебя получилось, посмотри, что ты впариваешь вообще людям. Я не понимаю, вот элементарные вещи, целая, заводская кромка. Дальше, чтобы уйти от декора, вот этого резаного через плитку, вот обратите внимание, вот, то есть она лежит как кирпичная кладка. Ну, то есть в любом случае у нас есть заводская кромка резаная, заводская резаная. Повторю, либо резаная с двух сторон, либо заводская должна быть с двух сторон. У нас уже не получается заводская с двух сторон, так как у нас будет этот декор, декоративная плитка, это будет вставлено. То, чтобы сделать ее с двух сторон, можно было бы, конечно, ее резать каждую и ровно укладывать. Но здесь посоветовались с клиентом, и так как у нас полы лежат под 45 плитка, будет интересно, если эту плитку тоже мы повернем под 45, и у нас как раз будут все края резаные. То есть эта сторона будет резана, эта сторона будет резана. Будет в целом гармонично смотреться. То есть какие мы выделяем основные моменты? То есть не делаем вот этих маленьких подрезочек по углам, не делаем. Раскидывайте на бумажке. Если не соображаете, как это сделать, ну разложите ее просто на пол. Просто по стене расчертите. То есть мы берем плитку, вот, берем плитку и просто смотрим. Раз, расчертили, что у нас там получается. Нашли, ну получается такая подрезка. Подумайте, как ее раскидать. Здесь о экономии здесь вообще речи никакой не идет. От центра всегда можно разогнать. Либо мы начинаем центр вот здесь по центру плитки, либо от центра с двух сторон. И уже смотрим, что у нас получается. У нас асимметричная подрезка. То есть у меня вот эта стена получилась симметрично вот этой стене. Точно так же получится это и это. То есть мы здесь уже ушли от этих вот подрезок непонятных. Еще раз вот посмотрите, я просто в шоке был, когда это все увидел. Вот зачем? Зачем вот это? Вот вы представляете, что бы это было? Вот как? Здесь две целых, здесь вставка, здесь вообще 3 куска плитки. 3 куска плитки. Для чего? Смотрим, что у нас к углам подходит. То есть более или менее плитка будет смотреться хотя бы, если она с половины плитки. С половины длины. Ну, 1/3 можно, но не вот такие куски. Следующий момент, смотрим от пола, да. От пола желательно всегда с целой плитки начинать. Визуально ты, когда заходишь в ванну, ты вот так не заходишь в ванну. Ты не смотришь, что у тебя там до потолки. Ты обычно заходишь в ванну, у тебя взор падает вот так, примерно, да, под 45 градусов. То есть мы зашли, видим, все ровненько, у нас от целой плитки все началось. Это все глупости, там, начинать снизу с подрезки, чтобы у вас вверх под целую выходил. Ну, бред, никто вот так не ходит. Вот так люди не ходят. Я вот серьезно говорю, так. Ну попробуйте, вы так ходите, нет? Но я так не хожу, не знаю, может кто-то так ходит. Но если кто-то так ходит, тогда вообще сверху вниз надо начинать. Вот это будет нормально. Следующий момент. Ну, это уже более дизайнерские моменты, мы как бы их касаться не будем, но все равно, как бы, свое мнение я вам скажу. Плитка такая, да, более, длинная, скажем так. В таких маленьких помещениях, маленьких санузлах, ее, конечно, лучше по горизонтали укладывать. По вертикали ощущение будет, что вы сидите, да, не в туалете, а в туннеле в каком-то, да. То есть она визуально как бы немножко поднимает потолок. Вот так повернули, визуально расширили помещение. Для чего эта лента наклеена, вы можете посмотреть в следующем ролике. Я там как раз буду делать уже укладку вот этой плитки.
и покажу, как можно плитку разной толщины подвести в одну плоскость. Мы не будем укладывать на слоя, вымерять, потому что вот эта плитка, она получается тоньше, чем вот этот декор. Она не может утонуть. Если она ляжет сейчас под гребенку, то эта плитка просто будет выступать. Если ты не подписан на канал, нажми на колокольчик, придет уведомление, покажу, как это все можно сделать. Точно так же посмотрите, как вот этот шов будет смотреться. Еще будет момент, кому интересно, как я здесь начинал с целой плитки. Но здесь есть один нюанс, кривой пол. Здесь у нас пол в этом помещении чуть на 5 мм поднят в одном углу. Но плитка смотрит целостно, смотрится. Она не резана там на 2 сантиметра, на 3. Я вам покажу, как можно на кривой пол сделать визуально так, что у вас плитка кажется целой. Про натяжные потолки я тоже вам немножко расскажу, как можно будет сэкономить на потолках. Ну, незначительно, но все равно. По монтажу будет проще потолков. Покажу, что и как надо сделать с плиткой, чтобы потом монтажники не мучились и быстро сделали вам потолок и не взяли лишние деньги за сверление плитки. Всем вот этим супер дизайнерам, раскладчикам модным плитки, я скажу так, не надо занимать чужое место. Если тебе не нравится работа, не устраивает зарплата, ты просто уходи на другую работу. Приходи ко мне, я тебя научу ложить плитку, штукатурить, будешь зарабатывать нормально. А вот такой вот бред, вот такую вот чушь, несуразицу людям втирать зачем? Это хорошо, там, допустим, человек адекватный, я ему объяснил, все понял, мы с ним все нашли общий язык, разложили плитку, все хорошо. Ну, есть же такие вот, как даже тут деревянного нет, есть же и мастера вот такие. То есть ему принесли такую раскладку, вот и так он и положит. Так она и будет лежать, эта плитка. Я вам честно говорю, есть такие, таких много. Поэтому обращайте внимание всегда на раскладку, потому что, как правило, ванна служит лет по 30. Это как минимум 20-30 лет срок службы эксплуатации ванной комнаты, плитки. Но сами вспомните себя в детстве, да, вот у меня, допустим, бабушка, у нее, по-моему, до сих пор эта советская плитка еще лежит, она ее не меняла. То есть плитка уже лежит лет 40. Ну, то есть, понимаете, да, это вам здесь жить, это надолго, если вы сделаете вот такой косяк, потому что потом, в ближайшие 30 лет, вы будете сидеть, какать и смотреть постоянно на вот эту вот подрезку. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся, как всегда, лайк за видео.